Теперь мы сшиваем изделие с открытыми петлями. Вот я провязала образец. Значит, чтобы полотно не скручивалось, я провязала лицевой гладью. То есть с лица у меня лицевые петли и с изнанки лицевые петли. Дальше я провязала по лицу лицевыми петлями, по изнанке изнаночными, чтобы было видно, где лицо. Теперь поступаем следующим образом. Берем контрастную нить. Вяжем лицевую петлю контрастной нитью. Вторую лицевую. И первую надеваем на вторую. То есть мы закрываем петли цветными нитками контрастными. Провязываем лицевую и первую надеваем на вторую. Провязываем лицевую и первую надеваем на вторую. И так вяжем до конца ряда. То есть мы закрываем петли. Значит, провязываем лицевую и предыдущую накидываем на провязанную. Ну вот, провязала я контрастной нитью один образец и второй образец. Теперь мы их кладем изнанкой кверху. Вводим иглу в первую петлю сверху вниз, а у второго образца снизу вверх. И видим, что вот здесь у нас от основной нити идут петельки, дорожки между контрастными. Теперь мы самую первую вводим петлю основного цвета, вводим иглу. Старайтесь цветную не зацепить. Ну, можно потом ее и вытащить, обрезать. А первый образец вводим в самую первую петлю. Откуда у нас вышла нитка. Теперь с первого образца вот эта основная нить, вводим уже сюда иглу, а во второй образец, откуда нитка вышла, сюда, тоже за основной цвет. Так, видно, да? Теперь в нижний образец вкалываем иголку в следующую петельку основного цвета и верхний образец, откуда у нас нитка вышла. То есть мы делаем шаг назад.
Вот эти петли очень хорошо видны. Теперь вкалываем иголку в следующую петлю от основного цвета. А в нижней возвращаемся, откуда вышла нитка. Вот отсюда. И опять в нижний образец вкалываем иглу в основной цвет, в петельку. А в верхнем возвращаемся назад, откуда вышла нитка. И опять, вот они очень хорошо видны, эти петельки на контрастных нитках. Вот еще пару раз. Так, вот в следующую петлю вводим иглу, а здесь вводим предыдущую. Вот так. Теперь вверху вводим следующую петлю. А здесь предыдущую. И так сшиваем изделие. Ну вот, сшила эти два образца. А теперь просто выдергиваем нитку. Контрастную. Вот она легко распускается. Если только вы в процессе сшивания не зацепили. И вот мы сшили. Шва не видно, петли закрыты. Причем они идут расположены. Вот немножко видно здесь шовчик. Значит, сшивать надо равномерно. Натяжение делать везде одинаковое, чтобы не было видно перехода. И петли видно, что они идут все в одном направлении, что в одном полотне, что в другом. Вот, они совпали. И сзади не видно, на изнаночной стороне не видно шва. Вот, очень легкий, я считаю, очень удачный метод сшивания открытых петель. Всего вам доброго, спасибо за внимание.